Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Ее мысли о вас перед сном. Загадывайте женщину. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И продолжаем знакомиться. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Когда вы были вот в паре, когда была семья, либо же отношения у вас бывали ситуации, когда, допустим, женщина вас обижала чем-то, что-то говорила, либо делала, но вы все равно пытались смолчать, закрыть глаза, хоть вам было больно и обидно. Вот бывали такие ситуации. Я не беру вот эту вот измену, допустим, либо же предательство. Это мы не берем. Это и так понятно, что это очень больно. Ну вот были вообще даже в мелочах какие-то ситуации, пусть даже бытовые, какие-то взаимоотношения, когда вы закрывали глаза, вам было больно, обидно, но вы терпели. Вот напишите, было ли у вас такое? Итак, смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Знаете, вы очень чувственный и интуитивный человек. Однозначно. Вы живете вообще по жизни, вы живете больше эмоциями, чувствами, абсолютно не логикой. Потому довольно часто вы по жизни, может быть, даже попадали, простите, в какие-то ситуации, когда нужно было включать мозги, а вы руководствовались чисто вот сердцем, да, душой, вашими эмоциями. Это и в отношениях, и вообще по жизни у вас проигрывается. Вы настолько вот очень, знаете, вот очень мягкий, что ли, как для мужчины. Да, внешне вы можете быть грозный, но в душе вы очень добрый, вы добрейшей души человек. Поэтому, знаете, вот много таких ситуаций может проигрываться в вашей жизни, когда вас люди, вот окружающие даже, могли пользоваться вашей добротой. Это может и по работе, и в семье, где угодно. Даже друзья могли этим пользоваться. То есть вы такой вот безотказный. Вы сентиментальный, вы очень ранимый, хотя, конечно же, вы этого не показываете. Более того, вы на людях, вот я так подозреваю, что вы на людях как раз стараетесь быть таким вот серьезным, ну не то чтобы грозным, но вы стараетесь не показывать свою ранимость и сентиментальность. Вот вы это прячете, ну по жизни вообще прячете это, и в отношениях, когда были. Вы не хотите просто, чтобы кто-то видел вашу слабость. Если кто и знает об этих ваших слабых местах, то это, ну, избранные, это единицы, наверное. У вас хорошо развита интуиция, вы очень хорошо чувствуете людей. Могут быть даже такие вот ситуации, которые вы реально чувствуете заранее, вот такое вот предчувствие. Другое дело, что вы не всегда можете обращать свое внимание на вот эти свои ощущения, на свою интуицию, это да. Вы такой человек, который, ну, вот знаете, вы все стараетесь вот в семью, когда у вас была семья, когда отношения, вы человек, который вкладывается. Вот принимать вы не очень-то и умеете, вот честно скажу. Вот мне идет информация, что вы всегда вот по жизни, и это везде так, отдаете всего себя женщине, детям, родителям, там, да. То есть вы вкладываетесь и ничего особо взамен не требуете. Напишите в комментариях, есть такая ситуация или нет. Это на самом деле суперское, это классное качество. Ну, как я уже говорила в разных своих видео, учитесь, ребята, любить себя, потому что, ну, просто окружающие и женщины в том числе будут борзеть и садиться на шею, просто пользуясь вашей добротой. Я думаю, вы это и наблюдали. Вы такой человек, знаете, вы и на защиту станете. Вы будете защищать и более слабых, младших, там, те, кто беззащитный, да, вы любите животных. Такие люди обычно, знаете, вот вы можете даже в некоторых ситуациях пойти один против других людей, один против толпы. Я имею в виду, вот вы будете отстаивать свою правоту, вы будете защищать кого-то, отстаивать. Может даже проигрываться ситуация, когда вы
Ну вот на работе, допустим, да, вот какой-то ваш хороший там приятель, коллега, да, с которым вы приятельствуете, либо же в хороших отношениях, допустим, к нему там начальство, либо другие коллеги плохо, несправедливо относятся, вы станете на защиту этого человека. Вы будете и друзей, и приятелей, всех будете защищать, но в последнюю очередь вы думаете о себе, к сожалению. Хотя я вам скажу, у вас по жизни много давалось судьбоносных шансов. Вы не всегда их замечали. Вам давались разные шансы. Вот если вы хорошенечко подумаете, так навскидку, да, вот были шансы, и у кого-то это с работой были шансы, да, вот как будто бы вот свыше вот подарок был. Ну вот, к примеру, нужна была работа, допустим, вам, да, вам как будто свыше посылают человека, либо же знакомый вам может звонить там и говорить, что вот у меня есть работа, или приходи ко мне работать, да. Это могут быть шансы и в отношениях, да, вот то, что вы считали, допустим, что уже все невозможно, все равно вам давался шанс, либо же на продолжение отношений. Вот пытались вы что-то склеить, да, вот даже в тех же отношениях с женщиной, пытались на что-то закрыть глаза, вам давались шансы, да, вот вы вроде бы мирились с человеком, хотя казалось уже все безнадежно. Ну, то есть это будет у всех абсолютно по-разному, потому что это общие расклады, мы это помним. То есть вы такой, знаете, ну вот если коротко, ну добрейшей души человек, такой добряк-добряк, которым все пользуются. Давайте-ка теперь посмотрим, какая женщина пришла к нам на расклад, которая думает о вас перед сном. Кто эта женщина? С этой женщиной у вас когда-то была любовь. Вот была любовь, но, знаете, вот сейчас, скорее всего, вы с ней на ножах. Вы с ней на ножах. Может проигрываться, либо же это сейчас тупиковая ситуация. Вот если вы еще, допустим, кто-то из вас находится в отношениях, да, то у вас с ней тупик в отношениях, то есть вы не знаете, либо же уйти, либо остаться, что делать. Вы понимаете, что отношения обречены. Плюс вы чувствуете, что отношения обречены. Ну, то есть такая дилемма. Если же уже у вас нет сейчас отношений, вы разошлись, то это, скорее всего, проигрывается ваша бывшая дама, потому что, ну, я думаю, на ножах, скорее всего, можно быть только с этой дамочкой, да, хотя некоторые вроде бы как бы и по-хорошему расходятся, но это, скорее, наверное, исключение из правил. Обычно очень нехороший негативный осадок в отношении друг друга. То есть женщина, которая... Знаете, она много чего вам дала и много чего забрала. Вот эта женщина, она забрала у вас покой, она забрала у вас счастье, она забрала у вас частичку себя. Эта женщина разрушила вашу жизнь в каком-то смысле, разрушила вашу гармонию, покой. Эта женщина, однозначно, это, скорее всего, проигрывается, это ваша прежняя красотка. Однозначно, женщина, которая до сих пор на вас злится, и, скорее всего, вы злитесь на нее, которая нанесла вам очень много душевных ран, очень много психотравм, да, с которой у вас были конфликты. У некоторых могут проигрываться такие, вы знаете, ну, настоящие грандиозные конфликты, ну, чуть ли не с битьем посуды. Но в то же время может еще проигрываться такая ситуация, что, несмотря ни на что, вот вы до сих пор еще какую-то вот, пусть там, я не знаю, ну, долю, там, крупицу надежды вы еще лелеете, чтобы как-то вот все вернуть. У некоторых, повторю, это может проигрываться, вы еще ее не забыли, вы еще не отошли от этих отношений, поэтому... Вот как-то, знаете, у вас может еще с ней быть какая-то вот своего рода такая ментальная связь. Вот если вы слышали, когда люди думают друг о друге, то такая появляется вот ментальная связь. Люди чувствуют друг друга, люди чувствуют, когда о них думают, тоже начинают думать. Ну, то есть такая вот своего рода телепатия на расстоянии. Теперь давайте-ка посмотрим. Что же она думает о вас перед сном? Казалось бы, да? Злится,
одни негативные эмоции в ваш адрес. Но что же она думает? Давайте-ка посмотрим самый главный вопрос, который нас беспокоит. Знаете, вот она перед сном, скорее всего, я бы это назвала ностальгия. Да, с одной стороны, она вам, конечно же, этого не покажет никогда. Но вот она вспоминает те времена, когда вам было хорошо. Да, вот как на карте у нас нарисована карта, вернее, парочка, которая греется, да, у камина, которым хорошо, которые любят друг друга. То есть она вспоминает те времена, когда все было хорошо. Вот она обдумывает, почему так все вышло, да, вот куда делось все, куда делась любовь, почему так получилось, ведь все было хорошо, был и достаток, была когда-то и любовь, но опять же были и манипуляции. Вот манипуляции. Она не понимает, знаете, вот она сама задается вопросом, ну как же так вышло, почему же так вышло, ведь все было хорошо. Она прекрасно понимает, что она вами манипулировала. Она даже вспоминает те моменты, когда она косячила. Она вспоминает те моменты, когда она была не права по отношению к вам. Она прекрасно понимает, что она в некоторых моментах была не права и что она делала вам больно. Она понимает, что вы впахивали за десятерых, грубо говоря, да, вы старались. Она это все понимает, и вот она сейчас вот перед сном, она жалеет об упущенных моментах, об упущенных возможностях воссоединиться. Она понимает, что она с вами не воссоединится, потому что уж слишком много было сделано. Вот у нее реально, у нее ностальгия. Здесь и дети могут проигрываться, да, вот совместные. Она понимает, что она упустила вот достойного человека, с которым была любовь, который ее любил. И сейчас у нее такая вот своего рода грусть, печаль, тоска. Она прекрасно знает, что она виновата, что она много чего сделала неправильно, и она понимает, что назад дороги нет. У нее, знаете, вот бывают даже иногда мысли, а что будет, если бы она попробовала вот вас вернуть, да, вот она иногда задается таким вопросом, как бы вы отреагировали, но она считает, что вот вы стали бы вот в оборону такой, да, вы бы ее отвергли, бросили трубку, там, не захотели разговаривать, либо же дверь захлопнули, ну, то есть, вот она допускает такие мысли, но это всего лишь на уровне мыслей, на уровне ностальгии. Сказать, что она вот, допустим, еще чувства есть, давайте. Есть ли у нее чувства? Ой, божечки, авария. Столкнули. Нет, я не могу сказать, что у нее сейчас чувства. У нее раньше, да, у нее раньше были чувства. Она хотела бы возродить вот это состояние, да. Она хотела бы все вернуть, но понимает, что все, назад дороги нет. Поэтому вот именно перед сном она думает о том, что все разрушено, она ностальгирует. Я не могу сказать, что это скучание, там какое-то любовь безумная, нет. Это утрата мужчины, который ее любил. Это реально вот ностальгия, если коротко можно назвать. Плюс она сейчас вот задумалась, что, наверное, у вас уже другая женщина, либо же вам нравится другая женщина, что у вас уже налаживается новая личная жизнь. Об этом она тоже, кстати, думает. Что как же так, да? Ну, это я так утрирую немножечко, ну вот приблизительно. Вот это могут быть мысли, ну, допустим, подобные, что, ну, вот как так получилось, да, я потеряла человека, который меня любил, с которым было хорошо, да, вот когда-то. И я, по сути, своими руками отдала другой женщине. Вот другая женщина, вот ее беспокоит, чтобы у вас, конечно, я бы не хотела, чтобы у вас была другая женщина. И она вот, знаете, вот переживает, что ну как так получилось. Вот своими руками отдала такого мужчину, своими руками отдала, ну как бы другой женщине, да. То есть это и кусание локтей,
это и ностальгия, здесь все намешано, здесь микс полный, да. Здесь, я вам скажу, у нее еще куча страхов и комплексов. Она бы даже и попыталась что-то вернуть, да, хоть она и понимает, что уже все, назад дороги нет. Но у нее есть какие-то вот страхи перед тем, чтобы даже затронуть этот разговор с вами. Она понимает вашу реакцию прекрасно, она понимает, что она будет послана далеко и надолго. Поэтому вот она всего лишь так размышляет, ностальгирует. Это такая вот, знаете, вот, ну, как говорят, после драки кулаками не машут. Ну, вот подобное состояние. Я даже не знаю, какие слова подобрать, чтобы вот правильно описать, да. Обида, обида на саму себя. И знаете, вот давайте-ка посмотрим, извлекла ли она урок из этого. Нет, она не извлекла урок. Я почему-то думала, что она, может быть, извлекла урок и больше не будет так поступать. Нет. Для человека очень важны деньги. Это человек, который безумно любит деньги, который любит красивую жизнь. Нет, она не извлекла абсолютно. Вот, посмотрите, денежки, денежки, да, везде у нас пентакли. Человек вот жалеет именно за тем состоянием, когда ее кружили, за деньгами, за достатком, да. И вот она именно жалеет за тем, что вот как же я потеряла такой достаток, мужчину, который меня кружил, который мне все давал. Вот за этим она жалеет. Поэтому, ребята, если кто-то переживает, кто-то хочет вернуться, нет. Я не вижу здесь возвращения, я не вижу ничего такого. У вас выпадает, ну просто, знаете, ну, может быть какое-то общение, но незначительное. Это какие-то решения проблем, может быть, там по поводу детей, алиментов, еще какие-то вопросы. Но я не вижу, что вы вместе, что вы сходитесь. Это так, вот именно ситуация, когда перед сном наедине с самой собой она может поностальгировать, покусать локти. Может быть, где-то в чем-то она себя и винит, но я не могу сказать, что прям так она себя виноватой считает. Она вот реально жалеет за тем, что она потеряла вот такого мужчину с большой буквы, который ей давал все. Вот за этим она жалеет. Поэтому вот такие дела. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!